Всем привет! Сегодня я буду варить мыло опять хозяйственное с нуля холодным способом. Настолько мне понравился этот рецепт и всем моим знакомым, что я решила его опять повторить на свином жире. Буду делать. У меня уже отмерены жидкие масла и кокосовое масло. Отмерена сода, щелочь, соль. Я беру 100 грамм соли в этот раз. Так, и лимонная кислота. Я сейчас буду отмерять жир свиной. Я его немного растопила. И хочу его сейчас буду высыпать в наши масла. У меня свиного жира здесь большинство. Преобладает 60%. Это 600 грамм. Я варю на килограмм масел. И на выходе у меня будет килограмм. Ну, 1,5 кило мыла будет. Так, должно быть 600. Я хочу сделать сегодня ускоренным методом, горячим. Не буду остужать масла и щелочь. Я хочу вылить прямо, покажу, в общем, эту методу. Так, у меня отмерена вода холодная. Я ее поставила в холодильник, чтобы она охладилась. Сейчас измерю температуру, какая она в исходном виде. 16 градусов. Я хочу развести лимонную кислоту. Так, лимонной кислоты у меня в этот раз взято 5 грамм, 0,5%. Я ее сейчас сыплю в воду. Перед тем, как всыпать щелочь. Растворяю лимонную кислоту. Не очень хочет растворяться. Так, соль почти растворилась. Получилась ропа. Я сейчас высыплю соду и тоже растворю в этой же воде. Получилась дикая реакция. У меня получилась реакция дикая. Я, наверное, зря бросила соду, потому что у меня здесь была уже лимонка. Ну, посмотрим, что получится. Поэкспериментируем. Сейчас я буду высыпать щелочь. Она еще продолжает шипеть. Теперь я буду потихонечку всыпать щелочь, чтобы она не сделалась коркой, не сложилась. Получается вот такое вот белое молоко из всего этого. Я сейчас померяю температуру. Она горячая. 84. Беру обязательно ситечко. Это все горячее. Через сито. И теперь все это перемешиваю тихонечко лопаткой. У меня залито горячим, и масла начнут потихонечку плавиться. Я их перемешиваю. Смотрите, уже почти все растопилось. Мне этот способ больше понравился, потому что не надо ждать остывания щелочи и масел и выравнивать температуру. Мыло получается одинаково красивое, гладкое и с такими же точно свойствами, как и при остывании, при доведении до одинаковой температуры. Температура 43 градуса. Видите, уже все готово. Сейчас я немножко, уже даже эмульсия готова. Я немного сейчас блендером жикну и буду делать мыло, буду выливать. Так, хочу померить мыло сколько. 46,9. Ну, в принципе, у него уже нормальная густота. След, смотрите, вот оно.
Отдушку я бросать не буду, потому что это хозяйственное мыло. Не хочу тратить даже на это все отдушку, тем более мне нравится и так запах. Так, ну вот так вот примерно получилось. Сейчас я, наверное, буду форму высыпать, выливать. Я накрываю пищевой пленкой и в полотенце сейчас еще оберну и поставлю в духовку. Так, смотрим, что тут получилось. Ага, соты небольшие, да? Так, мыло еще горячее. Оно простояло где-то часа 3 в духовке. Сейчас я его буду вынимать. 1 секунду. Так, посмотрим pH. Ага, отличный. Пользоваться пока нельзя. Нарезка мыла. Мыло хозяйственное для стирки в стиральной машине. О, красота. Смотри, гладкое, блестящее. Смотри, какое красивое мыло получилось. Жалко будет и тереть его на терку. Вот это вот такое классное мыло, оно у меня получилось такое красивое, что даже жалко его сейчас тереть на терку. Я его, для того, чтобы у меня был стиральный порошок, я его сейчас потру на терку и буду добавлять в барабан, когда, ну, при стирке. Беру такую посудину, терку и сейчас буду натирать. Вот такая вот получается стружка. Она растворится и без всякого блендера. Я сейчас пробую тереть вот на такую. Это помельче стружечка будет. Так, смотрите, это уже лучше. Это тогда уже быстро растворится в машине. Стружку можно использовать в посудомоечной машине. Ее просто кидаю в барабан, не в барабан, а просто в машинку кидаю. И посуда очень чистая получается. У меня получился вот такой вот порошочек мелкий. Я оттерла на мелкой терке. Я сейчас буду перекладывать это в баночку. Хочу подарить своей родственнице, чтобы она попробовала постирать белое белье на пробу. А себе я потом еще сделаю. Но если честно, мне это мыло вообще надо было чуть пораньше тереть, пока оно было еще сырым, ну, влажным, не влажным. Померить pH данного мыла. Я смочила полосочку. Сейчас посмотрю, выходилось оно или нет. Его вообще тереть нужно было пораньше, пока оно было только сваренное, хотя бы на следующий день. Потому что оно сейчас очень твердое. Ну, в принципе, хороший, нормальный, более не менее pH. Потому что он был вообще фиолетовый. Вот, я набрала баночку. Я его, конечно, для цветного белья использовать не буду, потому что оно щелочное еще немного. Но для белого это будет идеальный вариант. У меня там есть несколько вещей, я вам потом покажу, как оно стирает. Может быть, ручной стиркой, не машинной, а ручной.
Набираю теплой водички. Брала. Сейчас я разведу немножко порошка в этой воде. И покажу вам, как она, какая пена. Я сейчас здесь что-то постираю. Жалко выливать.